Этот рассказ я хочу вам поведать сам, ведь он о том, что произошло со мной совсем недавно. Поздним вечером я вышел из дома по хозяйским делам. Живу я в частном секторе, машин у нас тут ездит немного, но в тот раз я заметил неподалеку темную машину. Сначала не придал значения, мало ли кто остановился. Но через минуту машина тронулась с места, а за ней бросился пес. Он бежал изо всех сил, отчаянно, словно умолял не уезжать. На миг я застыл, не веря своим глазам, но потом все стало очевидно. Собаку привезли и просто оставили тут, выкинули, как ненужную вещь. Бедняга быстро отстал от машины и, тяжело дыша, вернулся на то место, где его оставили. Он растерянно смотрел вокруг, будто не понимал, что делать дальше. Я подошел к нему. Пес поднял на меня глаза, полные тоски и надежды. Это был явно домашний пес, чистая шерсть без подшерстка, аккуратная, хоть и самодельная шлейка. В ней я сразу почувствовал заботливую руку. Видимо, ее сделал человек, который любил этого пса. Может, это был пожилой хозяин, у которого что-то случилось. Не могу поверить, что такой человек мог бы сам выкинуть собаку. Пес был доверчивым и ласковым. Он даже не испугался, когда я подошел ближе, только тихо вздохнул. Я понял, что не могу оставить его на улице, особенно в такую ночь. У нас тут зимой холодно, а он, без шерсти, замерзнет. Я привел его домой. Когда мы оказались в доме, пес сел рядом и положил голову мне на колени. Словно говорил: «Спасибо, только, пожалуйста, не бросай меня». В этот момент я почувствовал, как в горле подкатывает ком, он явно был хорошим другом для кого-то, а теперь остался совсем один. У меня уже есть две собаки, которые живут на улице, и я знаю, что они не примут нового. Но просто прогнать его я не мог. Я покормил его, уложил в теплом месте и сфотографировал, чтобы на следующий день разместить объявление. Собака оказалась удивительно доброй, ласковой и очень грустной. Когда я смотрел на его седую морду, мне казалось, что он все понимает, и предательство, и свою беспомощность. Я дал ему имя, Бонни, и с этим именем начал искать для него новый дом. К счастью, через несколько дней откликнулась одна семья. Они сразу прониклись к Бонни теплом, а когда увидели его, сказали, что он просто создан для них. Я провожал его с тяжелым сердцем, но знал, что он попадет в надежные руки. Теперь Бонни живет в любви и заботе, как и должно быть. А я вспоминаю его добрый взгляд и понимаю, иногда простое желание помочь может спасти жизнь. И пусть я не могу спасти всех, но в тот вечер я смог помочь хотя бы одному.